Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами народные приметы, традиции и обряды на 21 июля. Уделим внимание сегодня иконе Божьей Матери, Казанской иконе Божьей Матери. Поговорим о святых, которых сегодня вспоминают в православном календаре. Также поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, поддержите нас, друзья, нам очень-очень приятно. Ну а мы с вами начинаем. 21 июля православная церковь отмечает большой праздник, посвященный одной из величайших святынь России – Казанской иконе Божьей Матери. Этот день также является днем памяти трех святых Прокопиев – великомученика Прокопия Кесарийского, праведного Прокопия Устюжского чудотворца и праведного Прокопия Устьянского. Эти святые оставили значительный след в истории христианства и в сердцах верующих. Чудотворная Казанская икона Божьей Матери занимает особое место среди всех святынь. Ее праздник отмечается 21 июля и связан с явлением Божьей Матери в Казани, произошедшим в июле 1579 года. Накануне этих событий в Казани случился сильный пожар, который уничтожил часть города. После этого пожара 9-летней дочери казанского стрельца Матроне приснился удивительный сон. В этом сне Пресвятая Богородица сообщила, что под золой сгоревшего дома лежит ее икона, и указала место, где ее можно найти. Взрослые не сразу поверили девочке, но Богородица продолжала являться ей во снах. Наконец, Матроны вместе с матерью отправились в указанное место и нашли икону с изображением святого лика под пеплом. Икону перенесли в храм Николы Тульского, а позже Благовещенский собор, где вскоре произошли первые чудеса. 2 человека, ослепшие несколько лет назад, прозрели. На месте обретения иконы был построен Казанский Богородицкий женский монастырь, и первой инокиней и настоятельницей которого стала Матрона, принявшая монашество под именем Лавра. Казанская икона Божией Матери является источником утешения и помощи для верующих. К ней обращаются в минуты радости и печали, просят исцелить от болезни, вернуть мир и покой в семью, защитить от пожаров и несчастий. Она помогает детям, спасает от недобрых людей, прогоняет тоску, тревогу и уныние. Особенно к иконе обращаются семейные пары, которые не могут завести потомство. Мы в описании к этому видео оставим вам молитвы, которыми вы можете обязательно прочитать и обратиться к Казанской иконе Божьей Матери 21 июля. 21 июля православная церковь также вспоминает 3 святых Прокопиев – великомученика Прокопия Кесарийского, праведного Прокопия Устюжского чудотворца и праведного Прокопия Устьянского. Эти святые оставили значительный след в христианской традиции и почитаются за свои подвиги и веру. Прокопий Кесарийский родился в знатной римской семье в Иерусалиме. Его отец был христианином, а мать язычницей. После ранней смерти отца воспитанием мальчика занималась мать. Прокопий поступил на военную службу и проявил себя как талантливый и храбрый воин. В 303 году император Диоклетиан назначил его проконсулом в Александрию с поручением преследовать местных христиан. По дороге в Александрию Прокопию явился Иисус Христос и обратил его в христианскую веру. Это событие полностью изменило жизнь Прокопия. Он начал активно бороться с язычниками, за что на него обратила внимание его мать. Она написала жалобу императору, обвиняя сына в непочитании римских богов. Император отправил Прокопию послание с требованием поклониться языческим богам. Прокопий разорвал послание, за что был арестован и подвергнут мучительным истязаниям. Стойкость великомученика и во время пыток вдохновила многих людей на обращение в христианство. В конце концов, по распоряжению прокурора, Прокопий был усечен мечом. Его тело тайно было погребено местными христианами.
Праведный Прокопий, Христа ради юродивый, устюжский чудотворец, родился в немецкой семье и был купцом. Приняв православие, он выбрал путь юродства, проводя жизнь в бедности и в молитве. Прокопий предсказал множество событий и помогал людям своими молитвами и советами. Его почитание распространилось по всему русскому северу. Праведный Прокопий Юстинский также почитается. Он был известен своим даром исцеления и пророчества. Местные жители верили в его чудотворную силу и обращались к нему за помощью в трудные времена. В сознании верующих все три Прокопия слились в единый образ праведного святого, чья сила и вера вдохновляли и поддерживали людей. В народном календаре 21 июля отмечается Прокопиев день, также известный как День Прокопия Жнеца. Этот праздник на Руси был связан с началом жатвы ржи, а также с множеством обрядов и традиций, которые имели глубокий смысл и практическое значение для крестьян. Главные события Прокопьева дня были связаны с жатвой ржи. Первым шагом было собрать первый сноп ржи, который относили в церковь для освящения. Освященный сноп хранили дома в красном углу как оберег от бед, болезней и незваных насекомых. Именно этот сноп считался защитником дома, а также источником благополучия и здоровья. Из колосьев, срезанных в начале жатвы, крестьяне плели пояса, которые затем носили для защиты от болей в спине. Эти пояса имели символическое значение и считались мощным оберегом от физических болезней. Прокопьев день также связывали с черникой, которая уже поспевала к этому времени. Черника в народной медицине занимала особое место и считалась одной из самых целебных ягод. Ее использовали для лечения болей в желудке, в зубах и суставах. Черника также помогала при проблемах со зрением и нервных расстройствах. Крестьяне обожествляли эту ягоду и активно собирали ее для использования в лечебных целях. 21 июля считался благоприятным днем для знакомств, свиданий и сватовства. Считалось, что все эти действия будут успешными. Новые знакомые становились верными друзьями, свидания часто приводили к свадьбе, а сватовство завершалось крепким семейным союзом. Это время было наполнено радостью и ожиданием счастливых перемен. В старину Прокопьев день открывал жатвенную страду. Крестьяне собирались всем миром для первого зажина ржи. Они брали с собой хлеб, соль, яйца и жали бабку, 9 снопов, после чего устраивали коллективную трапезу на жнивной полосе. Сено собирали в копны и складывали в зароды. Жницы первые колосья скручивали и затыкали за пояс, чтобы не болела спина и не было ломоты в пояснице. Перед началом работы обязательно служили молебен. Первый сноп обвязывали рушником и хранили до покрова Пресвятой Богородицы 14 октября в переднем углу избы. На покрова сено скармливали домашней скотине, веря, что это обеспечит их здоровье и хорошее питание в зимние месяцы. Также считалось, что первый сжатый сноп помогает изгнать из дома тараканов и мух. Крестьяне верили, что в поле на Прокопия можно встретить камаху или кумаху, лихорадку из теплых стран, которая свивается в клубок и катается по земле. Для человека, которому под ноги попадет такой клубок, ближайший год будет благополучным. Поэтому многие отправлялись в поле в надежде встретиться с камахой, видя в этом знамение удачи и благополучия. 21 июля на Руси еще называли этот день Казанское летнее, ведь этот праздник был наполнен множеством обычаев и традиций, связанных с началом жатвы и празднованиями. Этот день не только знаменовал начало сбора первого урожая, но и был временем радости, свадеб и надежд. 21 июля был важным днем для сельскохозяйственных работ. В этот день крестьяне начинали собирать первый урожай, а на особо плодородных землях уже приступали к полноценной жатве. Однако, несмотря на важность работ, крестьяне находили время для празднований и традиционных обрядов, связанных с этим днем.
Этот день был также знаменателен для молодоженов. Множество девушек стремились выйти замуж именно в этот день, следуя заветам своих матерей. Считалось, что брак, заключенный 21 июля, гарантирует счастье, любовь, достаток и спокойствие в доме. Свадьбы играли с размахом, и все население деревни участвовало в этих радостных событиях. Для бесплодных женщин и тех, кто долго молился о беременности, этот день был особенно важен. С удвоенной силой они обращались с молитвами к Казанской Богородице, прося благословения на зачатие ребенка. Верили, что именно в этот день Богородица особенно внимательно слушает и помогает всем, кто искренне обращается к ней с просьбами о детях. Так же, как мы сказали ранее, наши предки занимались сбором черники. И именно после сбора черники было принято поклониться матушке земле и поблагодарить ее за щедрые дары. Этот обряд символизировал уважение и благодарность природе за ее плодородие и благословение. Погода в Прокопьев день играла важную роль в предсказаниях на ближайшие недели. Если до полудня светило солнце, это сулило теплую и солнечную первую половину августа. Если же после полудня начинались дожди, крестьяне знали, что ненастье затянется надолго. Эти приметы помогали планировать дальнейшие сельскохозяйственные работы и подготавливать запасы на зиму. 21 июля отмечали именины Александр, Дмитрий, Николай и Федор. Люди с этими именами считались мужественными, преданными и честными. Человек, родившийся 21 июля, будет силен духом, а в качестве талисмана ему следует носить горный хрусталь. Ночь с 20 на 21 июля была особенной и для снов. Считалось, что сны, увиденные в эту ночь, исполняются в течение недели. Поэтому было важно запомнить детали сновидений и тщательно их анализировать. Верили, что такие сны могут помочь решить многие реальные проблемы и найти выход из сложных ситуаций. Эксперты советовали настраиваться на получение ценной информации перед сном. Быть открытыми для ответов на волнующие вопросы, веря в то, что сновидения принесут обязательно нужные подсказки и направления. 21 июля, в день Прокопия Жнеца, существовали определенные запреты и суеверия, которые соблюдали на Руси. И эти традиции, эти народные приметы передавались из поколения в поколение и считались важными для сохранения благополучия и удачи. В этот день нельзя было собирать никакие ягоды, кроме черники. Черника в этот день была не только разрешена, но и особенно почитаема за свои целебные свойства. Считалось, что сбор других ягод может принести несчастье и проблемы. Отправляться в дорогу на Прокопьев день считалось плохой приметой. Любое путешествие, будь то деловая поездка или отпуск, может обернуться неудачей. Крестьяне верили, что дорога будет полна препятствий и неприятностей. Если же избежать поездки было невозможно, нужно было обязательно попросить защиты и помощи у своего ангела-хранителя. Также не рекомендуется начинать новые дела 21 июля, особенно если они завершены еще и старые. Начатые в этот день проекты и дела могут принести большие убытки и разочарования. Поэтому лучше посвятить время завершению текущих задач и подготовке к новым начинаниям в более благоприятное время. В этот день нельзя было и бездельничать. Наоборот, следует постараться сделать как можно больше полезных дел. Считалось, что активность и трудолюбие в Прокопьев день привлекут удачу и благополучие на весь последующий год. Матерям в этот день запрещалось рассказывать о своих дочках другим людям. Даже хвалебные слова могли обернуться сглазом и принести неприятности дочери. Вера в силу материнского слова была настолько сильна, что последователи этому запрету неукоснительно. Срывать березовые листья в Прокопьев день строго запрещалось, даже если это делалось и в лечебных целях. Считалось, что это принесет большие проблемы в денежных делах. И береза была символом силы и здоровья у наших предков, и нарушение этого запрета могло лишить человека финансового благополучия.
Также категорически запрещалось обижать березу, ломать ветки, рвать листья, обдирать кору или рубить дерево. Береза считалась священным деревом, обладающим особой силой и защитой. Нарушители этого запрета могли столкнуться с тяжелыми болезнями и неудачами. Люди верили, что береза может мстить за нанесенные ей раны, поэтому обходились с ней с особым уважением и осторожностью. На Прокопьев день не следовало выяснять отношения, ссориться и конфликтовать. Любые разногласия могли привести к длительным и серьезным ссорам. В этот день старались поддерживать мир и гармонию в семье, избегать острых тем и недоразумений. Лучше было отказаться от купания в этот день в открытых водоемах. Вода в этот день могла быть опасной, купание могло привести к заболеваниям и несчастным случаям. Люди старались не рисковать и проводили время на суше. В Прокопьев день не стирали и не убирали, чтобы не вымыть счастье и благополучие из дома. Считают, что любые хозяйственные работы могут привлечь несчастье и беды, поэтому все бытовые дела откладывали на другие дни. Также в этот день не планировали никаких срочных дел. Согласно поверью, ничего хорошего из этого не выйдет. В этот день лучше было заняться повседневными делами и рутинными задачами, избегая крупных проектов и любых важных начинаний. Вот такой, друзья, у нас с вами день по народным приметам, традициям и обрядам 21 июля. Мы надеемся, друзья, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на наш канал. У нас на канале, друзья, очень много полезной, важной, нужной и интересной информации. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.